Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на нашем канале. История дружбы Марка Нельсона и Налы началась с трагической ситуации на одном из местных пляжей. На бездомных котят напали две собаки, которые гоняли их по всему пляжу. Прохожие отгоняли собак как могли, но к этому моменту, как им удалось их разогнать, в живых остался только один детеныш, который чудом спасся бегством. Когда Марку рассказали о случившемся, он попросил показать ему то место, где все произошло. На поиски котенка ушло несколько часов. Его нашли уже поздней ночью. Марк услышал жалобное мяуканье недалеко от пляжа, в зарослях высокой травы. Он осторожно взял малышку на руки и завернул в одеяло, чтобы обогреть и успокоить напуганное животное. Котенок был очень маленький, и просто чудо, что он остался жив. Марк еще какое-то время оставался на пляже в надежде, что увидит маму-кошку, но она так и не появилась. Поскольку у Марка не было опыта в содержании животных, он поспешил отнести малышку к знакомой соседке, которая как раз недавно вырастила котенка. Но у соседки уже были домашние животные, и она не смогла взять еще одного. Все, чем она смогла помочь, это дать немного корма и ценные советы по уходу за малюткой. Мужчине ничего не оставалось, как забрать котенка на время себе, пока он не найдет ей постоянную семью. Первым делом Марк показал Налу ветеринару. У малышки обнаружили инфекцию и незначительные травмы в результате нападения собак. Помимо незначительного лечения, ветеринар объяснил Марку, как правильно ухаживать за котенком, чем кормить и на что обращать внимание в первую очередь. Приехав домой, мужчина обустроил Нале комфортную кровать и место для игр. Он очень ответственно подошел к вопросу содержания и ухода за малышкой. Кормил хорошим кормом, давал необходимые лекарства строго по часам и следил за ее состоянием. Первое время Нала боялась малейшего звука и старалась спрятаться укромнее. Но со временем она стала дружелюбнее и смелее. С каждым днем Марк проникался все большей любовью к крохе и старался чаще проводить с ней время. Когда он приходил с работы, Нала радостно бежала к нему и встречала громким мяуканьем. Когда Нала полностью выздоровела, нужно было найти ей любящую семью. Когда-то Марк именно об этом и мечтал, но что-то в нем изменилось за это время. Ему становилось грустно от мысли, что он отдаст Налу, и он решил, что в состоянии сам о ней позаботиться, ведь он уже так многому научился. Сейчас Нала живет в доме Марка, купаясь в заботе и внимании, радуя его своими забавными выходками и заставляя улыбаться. Она полностью изменила Марка и его взгляд на домашних животных. До новых встреч, уважаемые зрители!